Здравствуйте, друзья! Тема борьбы с глобальным потеплением все еще актуальна. Если не для нас конкретно, то, во всяком случае, для Билла Гейтса, который объявил священную войну коровам, выделяющим газы в невероятном количестве, а также объявил войну Гейтс углеводородной энергетике. Формула глобального потепления от Билла показывает, что при уменьшении народонаселения Земли до нуля количество СО2 углекислого газа на Земле снизится до нуля. Ну, конечно же, это бред, но это бред миллиардера, вкладывающего свои миллиарды в вакцинации от ковида и полиомиелита, а также в зеленую энергетику. Параллельно с этим Билл возглавляет борьбу с атомной и углеводородной энергетикой, а также с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Правда, есть у Билла и недоработки. Например, он совсем не борется с пивной и кока-кольной индустрией напитков, активно использующей углекислый газ для производства и продажи этих напитков. Но мы с вами, друзья, сегодня обсудим более прозаичную, но тем не менее достаточно актуальную и интересную тему о наших зеленых друзьях-растениях, выделяющих кислород и поглощающих углекислый газ во время своей жизнедеятельности. Вопрос стоит так: какие растения ночью выделяют кислород и почему? Существуют ли специализированные растения для спальни? Давайте разбираться с этими мегапопулярными запросами к поисковым системам, которые встречаются в сотнях разных вариантов. Комнатные растения для спальни, топ-10 растений, которые выделяют кислород даже ночью и тому подобное. Итак, есть ли растения, которые ночью выделяют кислород? Ответ на этот вопрос нужен поскольку вопрос о том, можно или нет держать в спальне наших зеленых друзей, зависит от того, когда, ночью или днем, они выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Тема непростая. Попробуем разобраться. Первое, что нам нужно вспомнить: выделяемый растениями кислород – это побочный продукт фотосинтеза. Растения также дышат, но при этом потребляют кислорода гораздо меньше, чем выделяют. Вспоминаем ботанику. Фотосинтез – это сложный процесс преобразования растениями углекислого газа и воды в органические вещества при участии солнечного света. Фотосинтез протекает в хлоропластах, содержащих светочувствительные молекулы специального пигмента хлорофилла. Фотосинтез делится на две фазы – световую и темновую. Световая фаза названа так потому, что для нее обязательно нужна энергия солнечного света, а еще вода. В световой фазе происходит расщепление воды на водород и кислород и образование энергии. Выделившийся кислород сразу же удаляется в атмосферу. Темновая фаза идет параллельно световой, просто для нее свет уже не нужен, но нужен углекислый газ из воздуха и продукты световой фазы – водород и энергия. Начинаются реакции синтеза. Углерод из углекислого газа, водород, полученный в световой фазе, преобразуется в сложную молекулу глюкозы. Так происходит биосинтез органических веществ. Вроде бы все ясно. Растения выделяют кислород только на свету, когда в процессе расщепления воды лишние молекулы выделяются в атмосферу. Но какие же растения способны делать это ночью? Разве в природе бывает шиворот на выворот? Тут нужно вспомнить, что газообмен растений идет через устьица на поверхности листа. Устьица – это поры, через которые не только поглощаются и выделяются газы, но в это же время одновременно с этим происходит испарение воды. И у 85% видов растений на Земле все происходит именно так. Но как же тогда выживают растения в засушливых регионах с высокой солнечной активностью? Ведь при фотосинтезе устьица открыты, а значит
огромны и потери влаги. Растение может погибнуть от обезвоживания. А закроешь устица, прекратится поглощение углекислого газа, а значит фотосинтез и рост. Растительность засушливых жарких мест приспособилась, научившись вырабатывать дополнительный фермент, который включается в процесс фотосинтеза. Все газообменные процессы у таких растений идут ночью, когда на землю опускается прохлада. Такие растения открывают устица, поглощают углекислый газ, фиксируют из него углерод в виде органических кислот, например, щавелевой, как бы и одновременно с этим запасают его впрок. А потом, когда наступает жаркое время, закрывают устица и продолжают фотосинтез на свету, используя свои ресурсы. Ночью при открытых устицах они не только запасаются углекислым газом, но и выделяют кислород, полученный в процессе фотосинтеза днем. Такой тип метаболизма присущ суккулентам, кактусам и называется фотосинтезом по толстянковому типу. Его также могут включать и выключать, в зависимости от условий окружающей среды, многие эпифиты, например, орхидеи. Так что ответ на наш вопрос, существуют ли растения, которые выделяют ночью кислород, есть. Ответ этот положительный, то есть да, такие растения есть. Это суккуленты. Толстянка, сансевиерия, каланхоя, все кактусы и некоторые другие растения из жарких или засушливых областей. Ставить ли их в спальне? Особенностью таких растений является низкая скорость метаболизма и почти полная автономность. Они медленно растут, мало выделяют и поглощают газов. При фотосинтезе и дыхании используют кислород и углекислый газ, которые сами же и произвели. Это тоже способ приспосабливаться к суровым условиям жизни. Ничего не отдавать. И вот в ходе проведенных с кактусами и другими суккулентами экспериментов с использованием меченых атомов было установлено, что при дыхании кактусы используют не атмосферный кислород, а смесь на 58-92% состоящую из собственного кислорода, образовавшегося при фотосинтезе. Удивительно, но кактусы действительно автономные организмы. Они практически не выделяют в атмосферу углекислый газ и используют в ходе дыхания гораздо меньше атмосферного кислорода, чем мезофитные растения. Так что сильно повлиять на воздух в комнате они не могут, но при этом ставить их в спальню можно. Кислород они не съедят, но успокоить и поднять настроение способны вполне.